Итак, вторая часть. Первое видео получилось и так очень большим. Я решила разделить на две части. Продолжаем. Гулбато. Очень много поклонников у этого сорта. И, так сказать, я являюсь тоже поклонником этого сорта с недавних времен. Первый раз, когда я ее заказывала, она мне не зашла от слова совсем. Для меня это прям было липучее мыло. Давайте пробовать. Опять же, за счет того, что за счет того, как хранит Аня свои сорта, она не такая жесткая и все-таки радужная. И Гулбато прям вот впитали в себя вот этот вкус свежести, он прям очень и очень яркий, так же как у аметиста. Жирные сливки, мокрая земля, чернозем. Поначалу суховато, а затем сразу в такую тугую ириску, залипающую. Она при укусе разлетается на маленькие кусочки. Они становятся скользкими. Приходится ловить. Кстати, Гулбато монолитнее самоцветов. Самоцветы, они такие более не рыхлые, а рассыпчатые. Более структурированные самоцветы. Это более плотное. Вкус очень насыщенный, очень яркий. Так, следующий у нас кембрийская. У меня кембрийская пластинками. Она прям такая слоистая-слоистая. В обзоре я вам покажу. А Анютка мне прислала монолит. Она монолитная. И я ее при распаковке пробовала, она мне тоже очень понравилась. Давайте пробовать. Плотная, хрустящая. Она сначала, когда укусишь, суховата, но моментально растворяется в жирную ириску с ярким молочным. Вот кембрийскую ни с одним сортом не спутаешь. У нее своя особенность. И она такая, знаете, молочно-сливочная. Мокрой земли. Слегка терпкая, прям очень-очень чуть-чуть. Я еще в ней чувствую вкус. Легкий вкус гудрончика. Поскрипывает совсем-совсем-совсем мелкими частичками. Обалденная. Следующая у нас плитка. Насколько же было мое удивление при распаковке. Я брала этот сорт один раз, и она мне категорически не понравилась. Ни вкусом, ни структурой, ни скрипом. Но вчера, когда я распаковывала,
Мне показался она очень-очень классный. Давайте еще раз попробуем. Она сухая. Скрип, как по мне, терпимый. Он меня не раздражает. Я поняла, почему она мне так зашла. Она впитала в себя тоже очень сильно вот этот вот вкус свежести. Вот сейчас я ее попробовала второй раз. Мне нравится белая плитка. Я, конечно, закажу у продавца, у которого я постоянно беру, и сравню. Вот этот вкус свежести, который она в себя впитала, он прям дает такую пикантность. Скрип меня не пугает. Я не скажу, что она прям очень сильно скрипит. Скрипит, да, ощутимо. Но меня не отталкивает этот скрип. А мне она зашла прям. Вкус пыльно, побелочно, молочный. Причем она, когда намокает, вот эта вот молочная нота, она чувствуется сильнее в послевкусии. Но очень сухая. Поначалу прям очень сухая. Так, следующая у нас красная соль. Киргизский сорт. Я ее пробовала. У меня красная соль есть. Тоже сравним мою и Анюткину. Смотрите, какие прожилочки. Вот такая красавица. Плотненькая. Но структура как у пластилина. Слегка восковая. Ее откусываешь, она растворяется в такую комочек пластилиновый превращается. Угу. Прикольная. Такой солененький, печной, кирпичный вкус. Еще мокрой земле. Для разнообразия можно. Но красное сердце мне нравится больше. Вся залипла к зубам. Так, ну сейчас будет сухой сорт, насколько я помню. Сакура. Орский сорт. Сухая. А еще не успела откусить, она уже вся развалилась. Это прям пыльная придорожная трава. Сухая, поскрипывает. Вот смотрите. Белая плитка, солнечная, аметист. Мне очень зашли. А вот сакура и акация нет. Для разнообразия можно, но не мое. Сейчас закусим чураева.
Орские сорта очень марки. Все руки испачкала. Так, топленое молоко, башкирский сорт. Смотрите, какой красивый. Он такой приглушенно желтовато-пастельного оттенка, вот с такими оранжевыми вкраплениями. Честно, я очень давно хотела попробовать этот сорт. Вчера я чуть-чуть его попробовала. Сегодня взяла вот такой вот кусочек, чтобы, так сказать, распробовать. Мягкий. При укусе разлетается на маленькие-маленькие кусочки. Он моментально растворяется. Очень классный сорт. С лазуритом не похожи они. Он больше схож с арахисом. Залипает так же, как бархат, как сандин, как лазурит. Но вкус вообще огонь. Залипает, конечно, знатно. У него вот привкус реально топленого молока. Очень молочный. Вкус у этого сорта обалденный. Я чувствую вкус мокрого леса, разнотравия. И в послевкусии прям яркая молочная нота. Слегка мокрой земли. Обалденный сорт. Так, дальше у нас с вами мангуб. Мангуб. Крымский сорт. Я пробовала крымчик и мангуб, это одно и то же. Вот больше всего меня раздражает в продавцах и в поставщиках, когда одному сорту дают несколько названий. Это вот прям вот иногда меня прям выбешивает. Сорт плотный, сорт такого, знаете, пастельно, вот, пастельно-желтого оттенка с оранжевыми вкраплениями. Вот такой вот он интересный, весь в крапинку. Давайте пробовать. Угу. Очень плотный. При укусе разлетается на пластиночке. Я не скажу, что это жирный сорт. Нет. Для меня это сухой сорт. Он вначале сухо жуется, затем растворяется в такую полусухую массу. Слегка вяжет рот. Вкус пыльно-известковый, сухой извести. Слегка меловой и отдает нечетко травами. Такое, как разнотравие в нем чувствуется. Так, здесь у нас, дымок. Дымок.
Что-то фокус у меня. Дымок. Хорошо пачкает ручки. Цвет топленого молока. Смотрите, как он блестит. Я надеюсь, вам видно. Сейчас попробуем фокус поймать. Видите, он поблескивает. Шершавенький. Давайте пробовать. Это орский сорт. Вот, смотрите, как видно. Прикольно. Давайте пробовать. Скрипит, как по мне. Это самый скрипучий сорт из всех тех, которые я пробовала. Очень сильно скрипит. Прям песок на зубах. Как по мне, белая плитка так не скрипит, как дымок. Вкус земли. Такой очень сухой, которая раскалена на жаре. Вот когда жара стоит, вот земля такая прям горячая. Вот такой вкус. И пыли. Так, зеленая семечка. Это Киргизия. Киргизский сорт. Тоже очень давно ее пробовала. Она фисташкового оттенка. С такими вкраплениями. Иногда вот вкрапления, вот видите, прям как шелуха от орешка. Очень плотная, монолитная. Давайте пробовать. У нее очень нежный вкус. Но она очень плотная. И у нее, когда откусываешь ее, очень жесткие и острые крупинки. Очень твердая. С этим сортом надо быть поаккуратнее. Во-первых, она очень плотная. И когда ее откусываешь, она распадается на такие маленькие острые кусочки. Вкус очень нежный. Слегка сливочный. Земельный. Семечек я в ней не чувствую. Больше чувствую привкус травки. Так, адуляр. Адуляр. Тоже орский сорт. Вот такой вот он. Адуляр я тоже пробовала очень давно. Тоже скрипит. Давайте пробовать. Что касается адуляра, он плотнее, чем другие сорта. И он, так сказать, хорошая плотность. Он ощутимо скрипит. Слышите, да? Тоже сухой, а затем в такой растворяется нежную массу.
со скрипом и с ярким земельным вкусом. У него опять же вкус мокрой земли после дождя. Как я балдею от этой нотки свежести, вы бы только знали. Так, сливки белые. Сливки белые я люблю. Это башкирский сорт. В моих распаковках вы часто видите этот сорт, потому что он у меня в любимчиках. Цвет топленого молока, слегка с пастельно-желтым оттенком. Она такая как бы плотненькая, в то же время очень структурированная. Давайте пробовать. Она прям сливочная, чистая, мягкая. Жирная залипушка. Залипает она так же, как Астана. Сильненько. Ощутимо, я бы так сказала. Вы знаете, что сейчас заметила? Туркестаны, киргизские сорта, башкирские и некоторые сорта орские хорошо впитали в себя вот этот вот запах свежести, вкус свежести. Потому что у белых сливок тоже яркий, насыщенный вкус свежести. Я ее отношу к меловым сортам, потому что здесь мокрая побелочка, вкус мокрого мела, вкус слегка такой легкий вкус мокрой земли и очень сливочная, она прям как сливочное масло. Яркий вкус свежести, обалденно. Сейчас мы перебьем белой горой. Так, следующий у нас аноним. Аноним. Этот сорт добывает Юля Мелкшелк. На ютубе канал называется. Она является добытчиком этого сорта. Очень плотный, графитового цвета. Прям такой серенький, слегка зеленым батоном. Он очень твердый. Я взяла маленький кусочек. Потому что, как говорю, мои спят. Колоть и шуметь я не могу. Но нам и этого хватит распробовать. Очень плотный. Очень плотный. Откусить даже от маленького кусочка очень тяжело. Не залипает. Его откусываешь, он такую крупинку средней жесткости. И жуется так крупинчато, сухо. А любителям чародейки, баблгама, десерта, это ваш вариант, не мой. Я не очень люблю такие сорта с ярким вкусом гудрона. Здесь гудрон, здесь железная дорога,
мокрый чернозем. Для меня, я вообще в принципе не очень люблю сильно плотные сорта. Но у нее очень яркий вкус, прям очень. Для разнообразия можно. У меня вот лежит чародейка и первая, и вторая. Где-то у меня еще есть десерт. Вот надо будет как-нибудь снять видео с этими сортами. Они все не залипают. И у всех плюс-минус одинаковый вкус. Так что, но плюс его огромный в том, что это чистый сорт. Вот кто любит чародейку, вам зайдет прям на ура. Так, что у нас тут? Туркестан сливки. Туркестан сливки. Такая пластиночка у меня красивая. Сейчас я с удовольствием ее погрызу. Вот это анюты пришли, они мягче, чем у меня. Но все равно очень плотные. И также имеют этот прекрасный привкус свежести после дождя. Туркестан сливки плотные, откусывается с усилием, хрустит, затем растворяется в нежную массу, которая, я не скажу, что сильно залипает, обволакивает. У этого Туркестана вкус яркий, насыщенный, мокрого чернозема после дождя. Вот этот вкус, вот этой свежести, он прям вот, он, знаете, он усиливает вкус самого сорта. Раскрывает посильнее, что ли. Так, и осталось у нас Клинское мы пробовали. Голубино. Мел голубино. Я отколола себе. Я отколола вот такой кусочек. Это глиномел. Он серовато-желтоватого оттенка. Очень плотный, увесистый. Имеет железистые вкрапления. Давайте его пробовать. Очень жирный.
подлипает. Очень твердый. Кстати, я заказывала мел голуби и голубино. Это одно и то же, как по мне. Вот был бы он чуть-чуть помягче, цены бы ему не было. Он при укусе распадается на маленькие кусочки, затем хрустит и моментально растворяется в жирную, залипучую кашку. У него многогранный вкус. Вкус сырости, сырого подвала, вкус свежести. Вкус мокрой извести. У меня там еще остался кусочек. Обязательно попробуем его еще в мокром виде. Кайф. Подлипает так. Я еще улавливаю сливочную нотку. Вот столько мы сегодня с вами перепробовали сортов от Анюты. Очень все классные. Что-то понравилось, что-то не понравилось. Я не скажу, чтобы критично что-то не понравилось. Ну вот, дымок ужасно скрипит. Прям сильнее, чем плитка белая. Появились, конечно, новые фавориты. Выпала возможность попробовать то, что я не пробовала. Это тоже классно. Вот аноним. У меня там 2 больших кусочка. Мне этого надолго хватит. Иногда в охотку его можно погрызть. А сейчас я хочу напоследок откусить гулбато. Уж очень мне понравился его вот вкус вот этой вот свежести. Причем вот я говорила в начале ролика, что в первой части, что радужное и гулбато прям очень сильно впитали этот вкус. Я прям тащусь. Откусывать, правда, неудобно. Откусывать неудобно от такого большого куска. Моего, вот, который у меня лежит дома, от такого куска не откусишь. Надо, наверное, ему баньку устроить, чтобы помягче был.
На сегодня это все. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.